Добрый день, друзья! Всем привет! Всем привет, как обычно. Мы вас сегодня берем в интересную поездку. Мы сейчас едем в сторону Валенсии и хотим посетить именно сельскохозяйственные угодья, которые давно хотели вам снять и показать. И просто вы увидите, как в Испании выращивают те плодородные фрукты, овощи, те плоды, те деревья и рис. То есть то, что вы видите обычно в магазинах или на рынке. А сегодня у нас выходной день. Температура за бортом у нас 27 градусов. И мы постараемся быстренько все это дело вам показать. Ролик будет коротенький, но для вас, надеюсь, будет интересный. Так что, кто не подписался, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Пишите комментарии, если появились вопросы. И приятного просмотра. Мы давно хотели с Татьяной снять ролик именно про посетить такое сельское хозяйство, место, где выращивают всякие овощи, фрукты, и поговорить с местными жителями. Вот я вам сейчас хочу показать. За моей спиной как раз плантация, где растет хурма. То есть сейчас она зеленая, я сейчас камеру переключу, вам покажу. И вот таких полей в Испании достаточно очень много встречается. И сколько мы раз проезжаем, бросается в глаза, что все поля, они обеспечены хорошими дорогами. То есть, если вы посмотрите, вот здесь щебенка, хотя может быть старый асфальт, а за поворотом, когда идет основная линия к этим полям, она вся полностью заасфальтирована. И, соответственно, так как здесь тракторы и все обрабатывающие устройства, которые используют сельскохозяйственные деятели на резиновом ходу, асфальт не портится, и поэтому каждому полю проведена вот такая вот дорога, проведен полив. И причем я так понимаю, что это делается как-то на уровне администрации, на уровне государства. И поэтому каждый садовод, тот, кто изъявил сажать вот эти вот замечательные растения, они получают какую-то, видимо, квоту на воду, на полив и так далее. Ну, а это вот хурма, которая скоро будет к осени у нас на столе. Или в магазине, у кого как. Интересная Испания. Тут и пальмы, и пчелы. Прям по дороге. Ну что, друзья, сегодня мы возвращаемся с объекта и вот увидели такое интересное место под Валенсией, что тут, только что я показал, и пчелы выращивают, и охота здесь, и рыбалка рядом. Вот вроде просто горы, а ты буквально вот одна дорога, там населенный пункт, и вот мы вокруг в таких полях, вот здесь вот ходят кабаны, мы видели следы кабанов. Рядом выращивают пальмы. Сейчас я развернусь, вы это все увидите. И получается земля, если в нашем регионе, вот где мы живем, Мурсия, да, все такое ощущение, как будто марсианское, то здесь абсолютно нормальная земля, мягкая, то есть растет абсолютно все. И вся эта территория, очень много мест засажена именно цитрусовыми. Мандарины, апельсины, лимоны. И всегда, когда выезжаешь на какие-то такие объекты, знакомишься с новыми людьми и видишь, что люди не стоят на месте, люди развиваются, придумывают для себя какие-то бизнесы, какие-то занятия. И вот в этом же краю тоже очень много, в том числе и рисовых полей. Кто знает, что родина паэльи Валенсии, вот за мной вот это вот все рисовые поля. И, соответственно, вот из этой реки, как нам сказали, идет полив вот этих полей, они заливаются полностью водой и выращивают огромное количество риса. Ну и вот что удивительно узнал в этой поездке, помимо своих рабочих, это все понятно, что здесь, оказывается, в Валенсии есть клещи. Но так как здесь нет энцефалита, но присутствуют именно клещи. Вот я до этого момента думал, что в Испании этого нет. По крайней мере, в нашем регионе мы их не встречали, не видели, вот в районе там Орела Коста. А здесь мы действительно... Есть? Клеща, да? Вон на ботинке. Ну-ка, сейчас покажу. Уверенный Вот, какой. смотрите, мы шли как раз по траве. Я давно их уже не видел. И действительно, клещи Давай есть. скинем.
Так что в таких местах нужно аккуратно ходить по траве, осматривать, естественно, себя. И вот до этого момента я думал, что такой проблемы в Испании нет. Оказывается, нет, есть. Ну, еще раз повторюсь, что здесь нет энцефалита, но в любом случае укус клеща в ногу куда-нибудь, я думаю, никто себе не пожелает и не захочет с этим как-то сталкиваться. Ну, а вот так вот выглядят заросли мандаринов, которые выращивают. Немножко дальше мы проезжали, видели, что там выращивают хурму, тоже деревья. И с этой стороны вот это рисовые поля. Там пасутся какие-то куропатки. И местные жители говорят, что здесь даже охотятся. Кстати, мы, когда проезжали, мы видели стрелянные гильзы. Вот куропатки, вон они сидят. Сейчас попробую приблизить. Вот. Так что Испания такая богатая страна. И природные ресурсы, и погодные, и для тех, кто любит просто отдыхать. А вот это вот полив. Мы выезжаем из вот этих вот полей. Как я говорил, что это находится все между дорогами, между Н-32 и АП-7. И вот выехали на обычную плантацию, грубо говоря, за городом. И к этим плантациям идет асфальтированная дорога. Вот мы проехали уже и мандариновые поля, и хурму, и вот новые посаженные, и пальмы, и проехали пасеку, которую вы видели. То есть вот так вот люди относятся к своему труду. И кто читал книжки про аграриев, про мавров, которые здесь сажали в свое время, то в принципе с тех времен здесь вот эта аграрная культура вот в валенсианском сообществе, вообще в Испании очень сильно развита. Интересные поля, интересно здесь проводить время, интересно видеть, какое огромное количество садов здесь разбито. И везде асфальтированная дорога. Алексей, притормози на секунду. Для скептиков, которые могут сомневаться, возможно, кто-то не поверит. Но, друзья, это действительно самый настоящий асфальт. Просто, ну, бывают у нас комментарии, в которых нам не верят. Асфальт показал. Из серии, и как нам рассказал вот местный житель, что действительно тут, кто собирается поливать свои поля, они обращаются в администрацию, и ему дает определенное время, когда в его канаву там пускают воду, и, соответственно, он производит полив. Ну, а многие сверлят, прокручивают, бурят скважины. Вот покажи, Дим, это вот все мы в полях едем. Какая асфальтированная дорога здесь на подъезде. Дорогие друзья, не забывайте подписываться на наш канал, как обычно, ставить лайки, подписываться. Чтобы не пропускать наши интересные видео, ставьте колокольчик. А мы продолжаем готовить вам интересный контент и рассказываем о жизни в Испании и про Испанию. Так что до новых встреч. Всем пока-пока. Чао!